Из плюшек данного прибора можно отметить это пожизненное бесплатное обновление. Также на борту уже имеется искусственный интеллект, возможность работы по протоколу ELM, а также режим энергосбережения. То есть, если вы забыли, либо не отключили сканер от диагностического разъема, то спустя некоторое время сканер перейдет в спящий режим и значительно снизит потребление от аккумуляторной батареи. Прибор приходит вот в такой упаковке, довольно подарочный вариант. В коробке у нас имеется кейс. Также имеются инструкции. Инструкции очень подробные, поэтому все я объяснять не буду. Можете все сами прочитать. Русский язык здесь имеется. Вот такой прибор. Имеется два световых индикатора с одной стороны и с противоположной стороны. Световой индикатор имеет несколько вариантов работы. При подключении к разъему диагностики он загорается зеленым цветом, при подключении к приложению светится синим цветом, и при передаче данных, то есть при работе прибора, светодиод мигает. Если же светодиод светится красным светом, значит прибор обновляется. После распаковки устройства вам необходимо будет установить приложение, если оно у вас еще не установлено. Далее переходим в приложение. Если у вас нет учетной записи, тогда вам необходимо будет ее создать. У меня данная учетная запись уже есть. Затем необходимо будет добавить сканер в приложение. Для этого нажимаем вот сюда. Далее «Мои устройства». Нажимаем «Активация устройства». Далее в коробке от сканера находим инструкцию с серийным номером и кодом активации, который необходимо ввести в эти поля. Также там будет QR-код, который вы сможете отсканировать, нажав вот сюда. После этого возвращаемся назад. Здесь мы можем добавить устройство, либо добавить автомобили, чтобы потом было проще и быстрее переходить к диагностике. Также здесь вы сможете узнать информацию о коде неисправности. Допустим, вы не знаете, что это такое. Вводите код ошибки, выбираете марку автомобиля. И здесь можете прочитать, что эта ошибка означает. Полное описание ошибки, признаки неисправности, как проверить. Довольно много информации. То есть сможете узнать довольно много информации по интересующей вас ошибке. Это очень удобно. Также, если вас эта информация не устраивает, вы можете нажать поиск в Google и совершить поиск по поисковой системе. Здесь можно перейти в настройки. Как правило, здесь необходимо изменить либо язык, если вам это необходимо, а также в первую очередь необходимо изменить единицы измерения, установив их на метрические. Возвращаемся. Также в верхней панели вы можете перейти в ОБД-диагностику, также в сервисные функции. Здесь поддерживается 15 сервисных функций, вы их также сможете скачать при необходимости. Можете посмотреть, какие здесь есть. А также главная панель. Здесь вы можете выбрать, что вам необходимо, чтобы было на главной панели. Например, обороты двигателя. И здесь у вас будут отображаться обороты двигателя в виде тахометра. Далее я покажу диагностику. Нажимаем «Диагностика». Далее нажимаем вот сюда. И здесь вам будет необходимо загрузить необходимое программное обеспечение. Вот такие здесь марки. Можете скачать их все, но это нецелесообразно, потому что они занимают очень много памяти. Поэтому скачивайте только те, которые вам необходимы. После этого необходимо нажать WinScan, если ваш автомобиль это поддерживает. Если же автомобиль сканирование по ВИН-коду не поддерживает, тогда можете ввести ВИН-код вручную, либо выбрать по марке автомобиля. Идет подключение к автомобилю. Прибор издал звуковой сигнал.
Далее выбираем необходимый автомобиль. В моем случае это Лачетти. Здесь мы можем продиагностировать блок управления двигателем, блок управления автоматической коробкой передач, систему АБС и систему подушек безопасности. Давайте я вам покажу систему АБС. Здесь мы можем прочитать ошибки, сбросить ошибки, посмотреть поток данных, протестировать механизмы и посмотреть информацию о версии. Давайте протестируем насос. Во время диагностики на панели приборов загорается индикатор системы АБС. Давайте протестируем привод. Насос мотора. Вот так отработал насос системы АБС. Ошибок нет. Поток данных. Напомню, что количество параметров зависит от конкретного блока управления. В данном случае мы можем посмотреть вот такие вот параметры. Выключатель стопа, то есть нажата педаль тормоза, либо нет, количество ошибок, напряжение аккумуляторной батареи, напряжение на датчиках, а также скорость каждого колеса. Если при диагностике скорость какого-то из колес значительно отличается от остальных, значит имеется проблема цепи конкретно этого датчика. А если имеются характерные всплески, о которых я рассказывал вот в этом видео, то можно предположить, что неисправен задающий диск на приводе. Давайте по традиции посмотрим на скорость передачи данных. При нажатии на педаль тормоза выбираем все параметры. Сейчас я нажму на педаль тормоза. Нажал. Отпустил. После выхода из диагностики индикатор на панели приборов должен погаснуть. То же самое можем войти в подушки безопасности. При этом на панели приборов должен уже не загореться, а замигать индикатор подушек безопасности. Здесь мы можем прочитать ошибки и сбросить ошибки, если они имеются. Давайте перейдем в блок управления двигателем. Здесь двигатель 1.6. Набор функций также зависит от конкретного блока. В данном случае мы можем посмотреть коды неисправности, сбросить коды неисправности и посмотреть поток данных в реальных условиях. Посмотрим ошибки. Как видим, у нас ошибка 1628. Если мы нажмем «Репорт», то мы можем поделиться данной ошибки в сообществе. Либо же можем просто ее удалить. Но еще раз напомню, удаление кодов неисправностей – это не ремонт. В первую очередь необходимо устранить причину появления данной ошибки, и затем уже можно удалить данный код. Удаление завершено. Давайте проверим. Как видим, кодов ошибок у нас больше нет. Посмотрим поток данных. Количество параметров также зависит от конкретного блока. Данный блок у нас поддерживает 30 параметров. Вы их можете посмотреть на экране. Сейчас посмотрим корректность отображения информации. Как мы сейчас видим, двигатель у нас остановлен. Число оборотов равно нулю. Температура охлаждающей жидкости 15 градусов. Так сейчас у нас и есть. Также здесь мы можем посмотреть не только в градусах, но и напряжение, которое у нас на датчике. Температура воздуха 14, то есть оно примерно совпадает с температурой охлаждающей жидкости, значит можно предположить, что датчики температуры у нас исправны, так как они показывают примерно одинаковую температуру на холодном двигателе. В прошлых видео меня спрашивали, насколько может отличаться температура и когда можно доверять этому способу диагностики. Ну, во-первых, сравнивать температуру необходимо только на холодном двигателе, то есть желательно после ночной стоянки, чтобы мотор был полностью остывший. Ну а разница между температурами зависит от погоды и от местонахождения автомобиля. Если у вас автомобиль находится в гараже, то температура должна быть плюс-минус одинакова. Допускается различие в 2 градуса. Но для примера, если же у вас автомобиль стоит на улице, и вы приходите утром к автомобилю, например, у вас было 0 градусов на улице, автомобиль находится на открытой стоянке и у вас солнечная погода. Естественно, при прямом попадании солнечных лучей на автомобиль, воздух под капотом прогреется гораздо быстрее, чем охлаждающая жидкость в двигателе. В данном случае температура воздуха, естественно, будет выше, чем температура охлаждающей жидкости. Поэтому имейте это в виду. Также можем посмотреть температуру пустого воздуха в вольтах, то есть напряжение, которое выдает у нас датчик. Атмосферное давление 95 килопаскаль, абсолютное давление в коллекторе тоже 95 килопаскаль, потому что двигатель у нас не запущен.
Также мы можем посмотреть напряжение на датчике абсолютного давления. В данный момент у нас 1,4 вольта. Положение дроссельной заслонки, датчик уровня топлива, напряжение аккумуляторной батареи, датчик детонации, скважинность продувки адсорбера в процентах, уровень топлива в процентах, датчик уровня топлива в вольтах, давление в топливном баке, но данный автомобиль данную функцию не поддерживает, поэтому этому параметру можно не доверять. Управление EGR. Датчик положения EGR равняется 5 вольтам, потому что на данном автомобиле система EGR отсутствует. Поэтому напряжение равняется 5 вольтам, так как здесь физически нет самого клапана. Это у нас диагностика через марку автомобиля. Сейчас по традиции покажу, как проходит диагностика через ОБД2. Давайте перейдем наконец-то в ОБД2 диагностику. Сейчас сканер переберет все протоколы и по необходимому подключится к блоку управления двигателем. На этом автомобиле это будет 4-й протокол. Вот здесь у нас есть 21 параметр. Состояние лампы неисправности у нас выключено. Кодов неисправности в блоке управления двигателем нет. Нажимаем вход. Здесь мы можем посмотреть поток данных, замороженный кадр, считывание кода неисправности. Давайте перейдем в считывание существующих данных. Здесь 21 параметр. Вот такие параметры вы сможете посмотреть. Вот я выбрал абсолютное давление в выпускном коллекторе и положение дроссельной заслонки. Давайте еще выберем датчик кислорода. Сейчас запущу двигатель. Как видим, абсолютное давление в коллекторе начало снижаться. Положение дроссельной заслонки также снижается, а напряжение датчика кислорода постепенно начинает отклоняться. Давайте попробуем продиагностировать при помощи программы CarScanner. Это программа для работы с обычным ELM адаптером. Как видим, программа подключилась к адаптеру. Переходим в показатели. Выбрал два параметра. Сейчас нажму на педаль газа. Работает очень быстро. То есть данный адаптер можно использовать даже взамен обычного ELM 327. Вот такой прибор, друзья. Выводы сделайте сами. Этот сканер новинка. На момент записи видео я не нашел ни одного обзора. Поэтому надеюсь, это видео будет вам полезным. Но если посчитаете нужным себе его приобрести, то, как всегда, сможете сделать это по ссылке в описании.